Так, народ, внимание на экран. Вижу, тут собрались 164 смельчака, которые кликнули на самое странное превью в своей ленте. И это уже стопроцентный диагноз. Но раз уж вы пришли, правила очень просты. Или смеемся, или делаем вид, что смеемся. Третьего не дано. Давайте знакомиться. Я парень в маске. Нет, я не из Вендетты. И вообще я не Вендетта. Я из пятерочки. Маску купил между гречкой и туалетной бумагой. Зато теперь я анонимный герой вашей скучной ленты. А возможно, вашей жизни. Меня зовут... Как же меня зовут? Меня зовут мистер В. А имена это для тех, у кого есть паспорт. У меня же есть только эта маска и нездоровая уверенность, что я смешной. Видите эту надпись за моей спиной? Здесь была мысль. Это наше расписание, потому что мысли у нас как автобусы. Ждешь их целый час на остановке, а потом приезжают целых 3. И все едут не туда, а ты опаздываешь на работу в 7 утра. Что же у нас в программе? По понедельникам нейросеть с лицом, как у вашего опухшего начальника, читает стихи. Глубокие, про душу, про космос. А в комменты я пишу «практика». Подойдите к зеркалу и скажите себе то, что давно хотели сказать. Или услышать. Например, «Молодец, ты сегодня вынес мусор». Какой ты красавчик. Я тебя люблю. Не забывайте при этом улыбаться. А по средам я надеваю маску серьезнее. И рассказываю, как власть нас душит. Как нынешняя власть душит каждого из нас, но с каламбурами. Потому что без юмора никуда. Ну, если рассказываешь о нынешней власти, то только с юмором. Потому что наши чиновники, они же как йогурты. Срок годности давно истек, а они все по-прежнему сидят в нашем холодильнике. Потому что места в нашем холодильнике много, а на продукты денег уже давно нет. Ну, это же смешно. По пятницам это время духовных практик. На прошлой неделе я тут медитировал на звук соседского перфоратора. И при этом достиг просветления. А потом понял, что лучше надеть наушники. Вот вам и мудрость. Мудрость жизни, которая приходит во время еды. Смотрите, что я для вас еще нашел. Это моя запасная личность. На случай, если основная вам надоест. Это маска страшного монстра. А это маска милого друга. Потому что все мы в этой жизни ищем близких. Ищем себе друзей. И я не исключение. Я это как жизнь, что похожа на ваших родителей, и строгую начальницу, которая на самом деле очень красивая девочка. И втайне от всех вышивает крестиком. И вот главный вопрос. Так почему же вы должны здесь остаться? А я вам скажу. Потому что здесь не будет скучных лекций о чакрах. Хотя одна у меня очень болит, то ли от моего возраста, а то ли от постоянного сидения на диване. Здесь не будет призывов купить курс «Как стать счастливым». Я сам тут на днях купил целых 3. Счастливее я, конечно, не стал, но зато теперь я очень образованный. Здесь не будет долгих молчаний, со взглядом в душу.
Ну, разве что максимум 5 секунд. Потому что потом я все очень быстро забываю. Я забываю, куда смотрел. Да и вообще, я все в этой жизни все время забываю. А потом пытаюсь вспомнить. Зато тут будет стихи от Ильи, которые я иногда здесь цитирую и попадаю в точку, как слепой снайпер. Шутки на всем, что трогать нельзя, особенно над собой. Потому что я король самоиронии. А моя корона из фольги. Чтоб меня, кстати, не сканировали инопланетяне, которые сейчас летят нам на Триатлас. И она по ночам блестит. Здесь я буду играть в правду. Каждый день я буду говорить вам одну правду. Сегодняшняя правда очень проста. Я сделал этот канал, потому что мне некуда девать свою тревогу. Мне некуда девать свою тревогу и озабоченности миром, в котором я живу. И вы, кстати, тоже. А еще потому, что у меня есть талант. Превращать свою панику в контент. И смеяться. Смеяться прежде всего над самим собой. Вы хотите интриги? А она есть. Кто я? Я взрослый мужик в статусе, при деньгах, при квартире, при машине, при любимой женщине. И при этом я мужик в маске. Чего я хочу? Я хочу, чтобы вы хотя бы раз в жизни по-настоящему искренне улыбались и смеялись над той абсурдностью жизни, которая нас окружает. Смеялись, как я. В этом вся фишка. Я просто импровизирую. Как в жизни. Когда начальник спрашивает, а где отчет, а ты бегаешь по кабинету в поисках каких-то документов. Так что давайте с вами договоримся. Вы не ждете от меня никаких откровений. А я не жду от вас аплодисментов. Мы просто встречаемся тут, чтобы на 5 минут забыть, что за окном мир, который иногда напоминает плохой и плоский анекдот с длинной предысторией. Ну что, остаетесь? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк, если понравилось, и дизлайк, если не понравилось. Я потом повешу его в рамку, как первый негативный отзыв. И главное, комментируйте, пишите что угодно. Ты гений, ты идиот, а где же откровение? Мне все равно, что вы пишете. Улыбаемся и машем. Ваша реакция – это мое топливо. А я – это машина, которая едет в никуда, но с хорошей музыкой под ваши эмоциональные комментарии. Welcome! Дверь моего дома открыта всегда и для всех. Особенно здесь, сквозь монитор. Но лучше лезть в окно. В окно монитора, потому что так гораздо удобнее. И да, я купил сегодня себе гречку, потому что я веган. И она у меня прямо на столе, и сейчас я буду готовить себе обед. Нет в этой жизни ничего лучше, чем здоровый образ жизни. Особенно, когда тебе за 50 плюс. Счастье, любовь и свобода – это духовная души человека природа. И я сквозь этот монитор желаю вашим предкам долголетия. И вы проживите столетие. Потому что дальше будет еще интересней.